Что ждет твоего шага? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто еще не смотрел мои другие видео, заходите в плейлисты, много интересного там найдете. Ну и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, что бы я вам сказала? Вы человек, который пережил разбитое сердце, возможно, даже не один раз кто-то. Сейчас может проиграться, что кто-то из вас, опять же, поскольку общий расклад находится в таких вот разбитых энергиях, разбитое сердце. Вот как-то не везет вам по жизни с женщинами. Вот вы к ним со всей душой, а они вам нож в спину. И те, у кого проиграется, что уже не единожды была такая ситуация, не хочется уже верить в любовь, правда? Уже какие-то такие упаднические настроения, как бы ни пытались женщины, а они пытаются в вашем окружении все равно оказывать какие-то знаки внимания, они пытаются как-то с вами флиртовать, но вы особо на это не поддаетесь, потому что сердце закрыто на замок. В душе зима и гололед, зимняя вишня. Хотя, знаете, есть среди вас те, кто все-таки еще живут в прошлом, и кто, несмотря на все вот эти вот проблемы, предательства, вы готовы наступить на свою гордость, вы готовы наступить на все свои, я не знаю, чувства, желания, эмоции, я не знаю, как даже это назвать, но готовы вы простить. Слишком сильно вы привязаны и к детям, у кого они есть, да? Слишком сильно вообще вы привязаны, и даже еще любовь есть, возможно, у многих к вашей прежней женщине. Поэтому вы готовы вот себя сломать, согнуть, как угодно называйте. Но только бы не терять это все. Вы понимаете, что как раньше уже не будет. Ладно, не будем бередить раны, как-то даже мне стало грустно. Вы человек, который вот часто из-за своей какой-то доброты, наивности, может быть, ошибались в жизни, в людях. И это не только женщины. Были случаи, когда вы доверяли, а вам показывали потом свое настоящее лицо. Давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, у кого были такие вот моменты, когда вы разочаровывались в людях и в ком вы разочаровались. Вот напишите, все пишите. Если не было, так и пишите. Нет, ни в ком не разочарован, жизнь прекрасная и все такое. Хотя, я думаю, вряд ли кто-то такое напишет. Это будет, неправда. Напишите, в ком вы, в друзьях, в женщине, там, в родных, в близких, в ком вы разочаровались. Вы человек, который пытается двигаться дальше по жизни, но я не вижу уже той энергии, я не вижу той мотивации, которая когда-то была раньше. Это может быть связано с тем, что рядом нет любимой женщины. Не единожды уже это у нас выпадало в сигнификации, что у вас мотиватор, как правило, это любимая женщина. Когда сердечко ваше не ёкает, когда не для кого жить, вам не хочется суетиться, вам не хочется горы сворачивать, руки опускаются. Кто-то, возможно, даже с рюмочкой дружил, либо сейчас дружит, но это скорее от отчаяния, от того, чтобы заглушить свою боль. Но это не заглушит, ребят. Вы это прекрасно понимаете, что никакая рюмочка и бутылочка, она ничего не решает, никакую проблему не решает. Я не вижу здесь, чтобы вы прям опустились ниже плинтуса. Это какой-то временный период. Вы стали, возможно, жестче, вы стали, возможно, более вспыльчивой. Но душа-то ваша все равно осталась такой, как и была, такой же щедрой, такой же в какие-то моменты даже наивной.
Вы можете помогать людям продолжать, как и раньше, причем и своим, и чужим. Да, вы можете, знаете, вот какой вы, почему-то мне пошла такая информация, вот вы можете вспылить, да, в какой-то ситуации, тут же перегореть и помочь этому человеку, на которого вы только что кричали, да? Ну вот какая-то приблизительно такая ситуация. То есть вы вспыльчивый можете быть, вы можете горячий быть, но это скорее от того, что уже нервы шалят, из-за того, что вы пережили много чего в жизни. Нервы как спички. Когда-то они были как канаты, когда-то вы были такой пуленепробиваемый, но не после того, что пережито в вашей жизни. Да, будете пытаться идти в светлое будущее, да, будете пытаться идти, хромать, ковылять, как бы там ни было, да, у всех по-разному. Но уже с такой сердечной болью, вот с такой раной на душе и с таким диким сомнением, ребят, у вас такое дикое сомнение, как же вы боитесь вранья, опасаетесь. Мужчины не любят слово бояться, да? Вы так опасаетесь опять встретить человека. Я уже даже не про женщину говорю, я вообще о людях, да? Вы так опасаетесь, что вас снова кто-то обманет, предаст. Возможно, были здесь даже разочарования, ну, в ком-то из друзей. Мне мужчину показывает, какой-то мужчина тоже вас когда-то по жизни разочаровал. Здесь уже просто идет речь о недоверии к людям. И у вас это как пунктик. Вы, возможно, уже даже больше стали, ну, такой, более закрытый, да, более, может быть, ну, таким, как отшельник. Не хотите никому особо ничего рассказывать, потому что опять же этот подсознательный страх, а вдруг предательство, а вдруг душу откроете, а человек, но типа ножа в спину вам вставит, да? Хотя вот может быть даже у кого-то проиграться вот эта маска грозности, а она у вас есть, да, кто-то из вас 100%, даже внешне может выглядеть, так знаете, грозно, брутально. А душа-то такая светлая. Блин, ребят, мне почему-то так грустно стало. Вот настолько такая энергетика, вот энергетика травмированного человека. В душе травмированного, понимаете? Это капец просто. Ой, забиться в угол и плакать называется. Ведь вы знаете, вы ведь классные ребята. И я это говорю абсолютно без лести. Вы классные ребята, но с израненной душой. Давайте-ка смотреть дальше. Кто же ждет вашего шага? Ой, как это сегодня прям грустный у нас расклад. Ну, сигнификация грустная, да? Кто ждет вашего шага? Я буду разные ситуации говорить, как всегда, а вы будете переворачивать под себя, кому что подходит. Кто ждет вашего шага? Вот, наверное, кто-то подумал, скелет какой-то ждет моего шага, да? Вот. Ну, смотрите, здесь ждет, у кого-то может проиграться. Вашего шага ждет женщина, с которой вы расстались. Причем расстались по ее вине. Расстались, я не скажу, что вы сильно прям ругались, бодались. Здесь может проиграться, что вы поставили точку резко, да, возможно, вы узнали там про измену, там еще какие-то гадости про нее, вы просто собрали вещи и ушли, может быть, хлопнули дверью и ушли, может быть, даже вот когда вещи собирали спокойно, развернулись и ушли, ну там, я имею в виду, когда собирали вещи, особо не ссорились, да. Здесь нету таких итальянских страстей. Вот как-то все более-менее тихо-мирно, но здесь уход был от этой женщины. Вот какой-то расход, расхождение. Неважно, вы были в браке, либо же это просто у вас были отношения. Но человечек очень ждет вашего шага. Хочет вернуть отношения. Хочет вернуть все как было. Сможет ли вернуть? Знаете, я скажу так. Хоть для кого-то из вас ваша эта прежняя женщина осталась вашей императрицей, главной женщиной на сегодняшний день для вас. Но скорее это проиграется, я думаю, у тех, у кого плюс-минус не так давно это произошло.
Вы не готовы вернуться, вы не готовы сделать шаг, и вы не готовы простить ее, потому что слишком больно. Вы будете бороться, вплоть до того, что вы будете бороться сами с собой, вы будете бороться со всеми, кто вас будет подталкивать, что вот, давай, помирись там и так далее. Но вы не готовы наступить на свою гордость, на свое самолюбие, вот именно в этой ситуации. Да, вам тяжело, да, вам больно, да, вы можете скучать о ней, тосковать. Повторюсь, она до сих пор, возможно, ваша основная, ну так, главная женщина, потому что вы ее не можете пока вырвать из сердца. И даже, может быть, уже, ну, у кого-то там и год прошел, может быть, больше. Опять же, это у всех индивидуально. Но не готовы. Слишком много боли, слишком много обиды, хотя вы за ней скучаете. Ждет шага, потому что не видит достойных рядом. Ждет шага вашего, потому что понимает, что сама виновата, сама разрушила отношения. Ждет вашего шага, потому что понимает, что вряд ли уже кто-то будет ее так любить и так относиться к ней, как вы. Посмотрим сейчас еще. Нет, это останется на уровне ее иллюзий и мечтаний. Вот ваш шаг, да, так и останется. Так и останется в ее мечтах, потому что, ну, вы не сможете, вы знаете как, вы прекрасно представляете и понимаете, что даже если бы вы сделали этот шаг, толку бы уже не было. Вот эта проблема, которая между вами, да, вот эта измена, к примеру, она навсегда разрушила ваши отношения. Вы понимаете, что как раньше не будет, никогда вы не сможете ее простить и не сможете забыть и относиться к ней так, как относились раньше. Напишите, ребят, резонирует это у вас или нет. Грустно как-то. Особенно мне жалко те семьи, в которых женщины начинают вот с жиру беситься. Когда все хорошо, когда мужчина тебя любит, вкладывается, готов звезду с неба достать, она просто с жиру бесится. Ей скучно, либо, знаете, ладно, не буду говорить в эфире нехорошие слова, но обычно называют таких женщин слабые напередок, да. Но это уже диагноз, я считаю, когда хочется приключений, и когда сама она все разрушает, всю эту идиллию. Вот таких людей мне чисто по-человечески жалко, что казалось бы, да, ну чего тебе еще нужно было? Тебя на руках носили, тебе звезду с неба давали. Но, тем не менее, это их выбор. Кто ж еще ждет вашего шага? Давайте посмотрим. У всех разные ситуации, да? Есть человек, которого вы когда-то обидели. Теперь у нас ситуация меняется. Кто это? Это скорее связано с работой, с финансами. Здесь задействован мужчина. Возможно, вы, знаете, вот в пылу гнева когда-то наговорили, ну, не очень хороших слов, да. Возможно, вы даже пожалели уже о том, что вы наговорили, но здесь какая-то ссора, здесь конфликт. Здесь, возможно, отстаивание своих границ, отстаивание своих интересов, либо же своей правды. Но человек все-таки ждет вашего шага, он хочет, да, несмотря на этот конфликт, который произошел, несмотря на то, что вы обидели человека, да, пусть это даже в пылу гнева, но все-таки хочет с вами наладить отношения, и ждет вашего шага. Вот именно шага, чтобы вы помирились. Потому что считает, что раз вы обидели, значит, ну, естественно, вы должны с ним и как-то мириться и налаживать отношения. Человеку, вот знаете, возможно, даже плохо, вот когда вы сейчас не общаетесь, потому что вас могли связывать какие-то такие, ну, то ли давние отношения, общение, дружба, может быть, понимаете? Поэтому, с одной стороны, здесь двоякое такое ощущение, что
тебя вроде бы и обидели, но в то же время вы дороги этому человеку. А с другой стороны, он понимает, что да нет, раз он обидел, он должен и мириться. Вот в таком плане. Кто еще ждет вашего шага? Здесь идет скорее, знаете, отцовско-родительские какие-то истории. Здесь могут быть дети-подростки, либо же взрослые дети, с которыми вы либо же редко общаетесь, мало уделяете внимания, да. Могут какие-то тоже недоразумения, конфликты небольшие быть. И вот ваши дети, может быть, у кого-то внуки проиграются, вот которым вы то ли мало внимания уделяете, да, то ли вот как-то разошлись пути дорожки. У всех это по-разному бывает. Они ждут вот вашего звонка, либо же хотя бы вашей смски. Им хочется, чтобы вы почаще проявлялись, да, вот как отец, ну, либо же как дедушка. Им хочется больше общаться, им хочется чаще общаться, им хочется более такого теплого отношения с вами. Здесь история про то, что вот когда дети вырастают, то родители порой нужны как советчики, да, как какая-то поддержка. И не обязательно это финансовая поддержка. Поэтому, ребят, у кого это срезонирует, пожалуйста, проявитесь к своим деткам. Они очень этого ждут. Кто еще ждет вашего шага? Есть женщина в вашем окружении, которая неровно к вам дышит. Женщина влюблена, но почему-то она такая, знаете, то ли скромница, такая чистая, такая светлая, ну вот как, ну действительно как ясно солнышко. Немножко, может быть, даже вас побаивается вашей такой, у кого грозная внешность, боится проявиться, свои чувства показать, да, но ей очень хочется, чтобы все-таки вы сделали этот шаг в ее сторону, чтобы она вас как-то смотивировала, да, к этому шагу. Она пытается уже и так, и сяк. Но это очень так как-то наивно выглядит. Это как-то, ну, то ли неумело, да, потому что она однозначно моложе вас. Может быть, потому что она неопытная, может быть, она не сильно умеет флиртовать, тогда вот завлекать мужчину, как делают это более опытные женщины. Но, тем не менее, ей бы очень хотелось, чтобы этот шаг сделали вы, чтобы вы заметили ее, чтобы вы пригласили на свидание, там, взяли телефончик, либо еще что-то. Ну, что я могу сказать, ребят? Скорее всего, это блондинка, хрупкая, молоденькая, ну, по крайней мере, моложе вас, я думаю, намного, которая вас заприметила и теперь даже немножко так страдает. Она в тупике, да, что делать? Вот вы нравитесь ей, но она не знает, как же вас завлечь. Ну, не получается у нее завлечь вас. Ну, юность, неопытная юность. Ну, что я могу сказать? Получится ли у вас что-то с ней? Да у вас семья может с ней получиться. Это вам не хухры-мухры, ребят. Причем отношения могут получиться, те, кто заметят эту дамочку, кто из вас сделает этот первый шаг. Очень страстные отношения сначала будут, ну, такие, что просто на разрыве бобика и всего на свете. А потом это все может перейти в семью. У нас десятка кубков вышла. Кто знает, что это семейная карта, это карта счастья, гармонии, семьи, деток. Ну, когда все довольны и счастливы. Поэтому, мои хорошие, заметьте, пожалуйста, эту женщину юную в своем окружении, потому что очень даже неплохие и страстные отношения с ней могут сложиться. Вот такой у нас сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!